Эй, друг, хочешь увидеть мои видео на несколько дней раньше? Как? Ответ прост. Я их публикую на ВК-видео. Ссылку оставил в описании. Наслаждайся. Вот такой у меня недозакрытие мотосезона. Ну, это классика, вы же знаете. Чем отвратительнее на улице погода, тем беззащитнее от нее техника у меня на обзоре. Шлем я надел и для безопасности, и чтобы уши не отморозить. А на скорости 40 км в час они быстро начинают сворачиваться в трубочку. И не только уши. Что еще хочется отметить? Так, значит, сам мотик небольшой, весит 53 килограмма. Но посадка на нем вполне удобная, не приходится скукоживаться, разве что от холода. Но со стороны я, наверное, смотрюсь комично. ВМП авто представляет, а ВМП реально представляет, что хорошо, а что плохо для вашего автомобиля, так как на рынке уже не одно десятилетие. Вот, товар в рекламе не нуждающийся, но напомнить о нем надо, так как молодежь подрастает. И кто, если не мы, им знания передадим? Валера раскоксоил. Его в масло заливают, он двигатель должен до блеска отмыть. Хотя тут весь сервис до блеска отмыть было бы неплохо. Ну так вот, следовать надо строго по инструкции. Лак, шлам, нагар покинут масляную систему. И сейчас я вам это наглядно продемонстрирую. И да, мы в сервисе еще одного Зинкевича. Берем кусок мотора с отложениями и трем. Не сильно. Валера сам умеет смывать грязь нежно. Ну вот, результат, как мы видим, налицо. Вы сейчас прослушали рекламу того, чем сам пользуюсь уже не одно десятилетие. А теперь, товарищи, спускайтесь в описание. Там промокод и скидка 20% лично от меня. Скидка на все, в том числе и на крепкое масло от ВМП. Как писал журнал «За рулем» в 1979 году. Здравствуйте, товарищи! Верховина. Мопеды и микромотоциклы хорошо известны в нашей стране и за рубежом. В Венгерской Народной Республике, Народной Республике Болгария, Польской Народной Республике, Чехословацкой Советской Социалистической Республике, Афганистане, Бангладеш и Федеративной Республике Германия. Их выпускает Львовский мотоциклетный завод Украинской Советской Социалистической Республики. Это предприятие существует уже 6 десятилетий. Когда-то начинало с пилорам и мелких метизных изделий. Их сменили телеги, затем сельскохозяйственные машины, позже кузова для автомобильных прицепов. С 1960 года завод специализировался на производстве мотовелосипедов. Первой такой машиной стал В-902. В годы 10-й пятилетки предприятие не только наращивает выпуск продукции. В 1978 году изготовлен 2-миллионный мопед, но и постоянно осваивает новые машины, расширяя ассортимент моделей и модификаций, представленных на внутреннем и внешнем рынке. Завод в конце 1978 года изготовил опытные партии по 500 машин двух новых модификаций базового микромотоцикла «Верховина-2». А сейчас прогноз погоды. Но нас интересует Верховина 6 Спорт. И знаете, это первый советский эндуро, хоть и мопед. Вы удивитесь, но перед производством этого мопеда инженеры Львовского мотозавода, выражаясь языком современным, проводили маркетинговые исследования. Середина 70-х годов немного сдвинула потребительский пласт покупателей мопедов.
Если раньше подобной техникой в основном пользовались люди среднего возраста, то 70-е отметились иной тенденцией. Подростки и пенсионеры – вот кто стал основным потребителем. Подростки еще не доросли до настоящих мотоциклов, но им хотелось гонять, а пенсионеры покупали мопеды из-за доступной стоимости и небольшого веса, чисто на рыбалку прокатиться. А еще стремительно менялась визуальная мода всего. В жизнь просачивался стиль диско. Резкие линии, рубленые грани, яркие цвета и модные наклейки. Справедливости ради стоит сказать, что новый стиль появился на модели Верховина 5, но именно шестерка стала квинтэссенцией нового веяния из Львова. Кстати, в рекламе тех лет эти модели уже перестали называть мопедами, их стали называть мини-мотоциклами. Итак, конструкция. Тут даже рама уже напоминает мотоциклетную, но только напоминает. Сваренная из П-образного профиля, по сути, она осталась мопедной, без верхней перемычки. Но за счет того, что бак на 7,5 литров установлен горизонтально и с полуторным сиденьем образует единую линию, в профиль Мокик выглядит именно мини-мотоциклом. Так вот, я говорил, что заводчане в те годы прислушивались и проводили опросы среди покупателей. А молодежь, дабы придать спортивности своему железному коню и добавить индивидуальности, задирали глушак и убирали багажник. Так вот, задранный глушак и нет багажника. Вместо багажника блестящее крепление кронштейн-стопоря. Глушитель идет сверху. По сути, это стандартная дудка, но с другим коленом и накрыта защитной накладкой, чтобы не обжечь ногу наездника. В умных книгах он описывается как глушитель шумовыпуска с перегородками для дросселирования газов. На хвосте сигары хромированная насадка тоже имеет свою функцию. Вот эта труба, вот этот кусочек, защищает, как может, так и защищает спину от несгоревшего масла. Если оставить все как есть, не ставить вот этот кусочек, то воздушные завихрения будут орошать вашу спину продуктами жизнедеятельности мотора. Не отстирайтесь. Вообще, отличие спорта от простых верховин 6 носят сугубо визуальный и частично практичный характер. Передний грязевой щиток на спорте поднят максимально высоко, он хромированный и подрессорен. Крепление в виде замысловатой блестящей проволоки и есть рессора. Брызговик, мухобойка. Так и было, и это не очень хорошо. Грязь, летящая из-под колеса, забивала оребрение и делала ноги ездока еще грязнее. Поэтому брызговик делали еще больше, но здесь все по фэншую. Передняя подвеска — телескопическая вилка с пружинными амортизаторами. Задняя имеет маятниковую конструкцию и также с пружинными амортизаторами. Напомним про тормоза. Они барабанного типа с разделенным механическим приводом на каждое колесо. Еще одно отличие – надпись «Спорт» на сиденье полторашки. И руль кроссового типа с перемычкой. Но гордостью всех верховин и спорта, в частности, был двигатель. Мотор, который производили в Коврове, Ша-58 или рижский двигатель С-58. Рижский ставили на Мокике первых годов выпуска, потом шли исключительно ковровские. Рижский, тут в смысле от мопеда Рига, а делали их в городе Шауляя, Литовской ССР. Вот такая была социалистическая кооперация. О, чуть не забыл, моторы поставлялись на завод вместе с глушителем. Итак, рабочий объем 49,8 литра, мощность 2,5 лошадиные силы. Почему не точно? На мощность влияли многие факторы, в том числе и бензин. Кстати, чуть не забыл, здесь бензиново-масляная смесь в баке. О, магнифик. Диаметр цилиндра 38 мм, ход поршня 44 мм, степень сжатия 7,5-8,5. Максимальная эффективная мощность двигателя 1,5-1,8 кВт при 4900-5500 оборотах в минуту. Тип коробки передач двухступенчатая с ручным переключением. Сцепление многодисковое в масляной ванне.
Но сначала ритуал с краником и подсосом, это чуть позже, а еще верховина заводится стартером. Кикстартером. Это еще больше приближало верховину к мотоциклам в фантазиях подростков. Ну, Вань, давай я его заведу сам. Куда? Ну, техника, ты же понимаешь, историческая, редкая. На всякий случай. Как котик мурчит. Ты давай катайся, но аккуратно. Их в живых, этих верховин 6 спорт, осталось раз да ничего. Потому что их поставляли в свое время в спортивные секции, потом списывали и отправляли в Мартен. А в продажу их шло очень мало. Скажу так, едет верховина спорт, и слава богу. Дымит шумно, но уверенно. Уверенно настолько, что с места может в легкую сделать более серьезную технику. Скажем, мотороллеры. Это смешно, конечно, по сегодняшним дням. Но мы сегодня на верховинах и не ездим. Максимальная конструкторская скорость 50 км в час. Нет, я знаю, что именно ты разгонял его до 70. Но быстрее ехать не стоит. Погода плохая, хоть вы этого и не видите. Да и тормозной путь с 30 км в час 7 метров. Соответственно, чем быстрее, тем непредсказуемее. Расход смеси 2,2 литра на сотку. Что еще? Выпускалась модель с 1977 по 1982 год. Подо мной как раз поздняя машина 81 года выпуска. Именно в тот год верховина 6 Sport стоила 236 рублей, а простая верховина 226 рублей. Была в семействе еще одна модель – верховина Турист, но это другая история. Ну нельзя сравнивать эти тарахтелки с современной малокубатурной техникой. Это милое детство. Это мечта сотен тысяч советских мальчишек. Кстати, многие мальчишки смогли осуществить мечту, только став дядьками. Мечтайте всегда. Ну и охота продолжается. Так и живем. Люблю я советскую технику.